Друзья, всем привет! Мы с вами находимся на центральной улице города Малага, Кая Лариос. Меня зовут Дина, и это мой видеоблог. Как любой уважающий себя человек, переехавший в другую страну, я решила завести YouTube-канал. Но не просто о том, как я переехала, а о том, что я здесь буду есть и что здесь едят люди. Надо по-другому сказать. Но не просто видеоблог о гастрономии прекрасной страны Испания, в особенности ее региона Андалусия и столицы Малага и других прибрежных городов. Малага – это юг, это жара, это тепло. Сейчас апрель, на улице 28 градусов, поэтому мы все в футболочках и готовы творить. Сегодня мы с вами пойдем в Каса Лола. Это закусочная с традиционной испанской едой. Тапосами, будем их пробовать. Погнали! Итак, мы на месте. Огромное количество ресторанов и кафешек Испании обязательно имеют место на улице, потому что летом, соответственно, очень жарко, и большая часть людей сидят на улице. Сейчас не пиковые часы, мы пришли в такое время, когда более-менее свободно, поэтому мы можем свободно выбрать место, сесть на улице или внутри. Сейчас решим. Мы решили сесть на улице, но я все равно засниму для вас эту атмосферу. Особенно, когда нет людей, можно разглядеть ее детали. Каждая кафешка в Испании уникальна, каждый имеет какой-то свой дизайн. И это, кстати, по размеру достаточно большая. В основном они камерные. Это Таня меня сюда привела. И мы с Таней взяли. Таня, что мы взяли с тобой? Вермут. Мы взяли вермут con сода. Сейчас будем пробовать. Таня, расскажи про вермут. Это малаганский вермут? Малаганский вермут. Очень вкусный. Очень вкусный, сладенький. На травках. А ты уже запись? Да. Что, нам все принесли. Таня сейчас будет мне подсказывать, как и что это называется. Вот это я уже ела раньше. Не здесь, но ела. Это пататас бравос. Это жареная картошка во фритюре с соусом бравос. Очень вкусно. Сейчас будем здесь тоже пробовать. Чуть-чуть остренькая. Чуть-чуть островатенькая. Это у нас, Таня... Тортильяс де камаронес. Это такие драники, которые приготовлены из креветок, из мяса креветок, и обжарены во фритюре, маленькие. Здесь, если присмотреться, их видно, что они малютки. Дальше. Это был мой выбор. Это у нас ломо планча, con queso brie и cebolla карамелизита. Это значит мясо ломо. Мясо чье? Мясо свиное. Свиное мясо, бри и карамелизированный лук. Я думаю, что это вообще просто волшебно должно быть. Дальше у нас выбор экспертов. Вот этот прекрасный бутерброд. Это тартар де атун, рохо, тартар из тунца с яйцом и икрой. Де лупо. Икра. Это должно быть очень вкусно. Что у нас есть... Это что у нас такое? Это тоже сальмон. Сальмон лола. Это, видимо, фирменное блюдо, потому что заведение называется Каса Лола. Дальше сальмон. Аумадо. Здесь... А что там еще вместе с сальмоном? Прикопченный сальмон и какая-то... Немножко прикопченный сальмон и какая-то намазка там, видимо, овощная с луком. Я вижу, там лук точно есть. И вот это тоже крутая штука. Это тартар из осьминога, де пульпа. И он присыпан, видимо, паприкой или перцем красным, да, паприкой. Немножко, наверное, такой пиканто. Ну что, давай начнем пробовать. Я предлагаю начать с бравоса. Бравос продается отдельно в магазине, можно найти в Меркадоне или в Карифуре. Можно приготовить самостоятельно, я видела рецепты. Круто. Очень вкусная сальса. Очень вкусная сальса. Сальса – это соус по-испански. Я думала всегда, что сальса – это особый вид соуса, а по-испански сальса – это просто соус. Сальса пиканта. Это значит соус немножко острый.
Как закуска, к пиву вообще шикарная, я считаю. Но у нас сегодня не пиво, у нас сегодня вермут содовый. Вермут малаганский. То есть этот вермут производят именно здесь, в Малаге. И пьют его с апельсином, льдом и содовой. Чин-чин. Вкус такой немножко травянистый. Я не знаю, из чего они его делают. Они как раз его делают из трав, поэтому... Очень полезный. Считай, немножечко еще оздоравливаемся, потому что травы очень полезны. В общем, Patata Bravos нам заходит. Рекомендацион. Нам тащат еще атун. Muchas gracias. Че он тебе разъехался? Я лично тартар из тунца оставлю напоследок, потому что мне кажется, что это вообще прекрасно. Мы попробуем еще сейчас вот эту штуку, вот эти дранички. Буквально вчера я их ела в другом месте, они были немного другого размера, но порция сама тапоса была больше, то есть драник был меньше, порция была больше, но по вкусу сейчас будем сравнивать как раз. Их можно есть с соусом, можно без соуса, они тоже заходят хорошо. Такие очень тонкие драники, но из мяса креветок. В составе, наверное, есть обязательно мука, зелень. Мука де гарбанзас. Мука де карбанзас. Это что за мука такая? Мука из нута, представляете? То есть это еще не просто мука, которая арина пшеничная, а мука, которая из нута. Прикольно, вчера были немного солонее, но по вкусу все равно очень неплохо. Если рассказывать историю тапосов, я подготовилась и почитала про нее. Короче, тебе тоже рассказываю. В общем, король испанский когда-то давно, в каком-то лохматом году, решил, что солдаты очень сильно напиваются в тавернах, и попросил хозяев таких таверн их не только поить, но и кормить, чтобы они не так сильно пьянели. Ну а хитрые предприниматели в тавернах решили, так громко, хитрые предприниматели в тавернах решили уменьшить порции до минимума. И так и сохранилась традиция, что с каждым напитком в комплекте может идти такая закуска, но она будет миниатюрная, то есть не полноценное блюдо, а такая просто закусить, так сказать. Вторая версия более правдивая, я в нее, наверное, тоже верю больше. Раньше подавали вино в кувшинах глиняных. И из-за того, что на улице очень жарко, было много мух, мошек, и сверху этот кувшин накрывали. Накрывали такой тапой, тапа — это крышка переводится. И на тапу, чтобы она держалась, ложили хлеб, либо что-то такое съедобное. И кувшины ушли, а тапосы к кувшинам, к вину остались. Андалусия, кстати, является родоначальником такой истории, как тапосы. Андалусия — это регион, в котором находится Малага и провинция Малага и Capital, Малага Capital. Кафешек с тапосами здесь великое множество. Но мы пока вот в том месте, о котором уже есть молва, собственно, оценка. А я предлагаю перейти нам к следующему блюду. Что будем есть? Я думаю, октопусы, да? Сейчас мы порежем нашего октопуса. Октопус — это осьминог. Точнее, пульпа. Октопус — это у меня из английского идет. Я никак еще не уйду от английского. Испанцы очень шумные. Я надеюсь, что микрофон спасает, но мне кажется, что здесь уже ничего не спасет. С этим приходится только мириться. Мы с Таней решили попробовать 1 на 2. Сейчас будем. Круто. Очень необычное вкусовое сочетание соуса, который намазан на хлеб. Соус тартар. И сам осьминог. Очень круто. Ставим этому лоту тоже твердое 5. Я знаю, что здесь подаются также в кафешках и ресторанах салат из осьминога. И он такой простой, то есть это просто осьминог вареный.
с луком и с оливковым маслом и солью. И иногда с помидорами. Я ела без помидор, но еще с помидорами. И тоже вкусовое сочетание именно вот осьминога и лука. Шикарно. Вот так практиковать на улице, просто сидеть и слушать то, что испанцы говорят, и пытаться перевести. Так, перейдем к моему выбору. Ты будешь, Таня, пробовать? Сейчас. Это у нас, ну, я вообще любитель бри большой. И бри с карамелизированным луком сочетание вообще прекрасное. Сейчас посмотрим, как сочетается именно с мясом. Я делаю большие ставки на это блюдо. Итак, бри с луком. Я обожаю сладкий лук, бри со своим своеобразным вкусом и мясо, тонкий ломоть, который, видимо, на гриле, такой немножко поджаренный. Очень вкусно. Просто божественно. На планче. На планче. Планча это тоже гриль, получается, да? Да, это такая плоская сковородка. Гриль, наоборот, рифленый, а планча, на которой жарят это мясо, она плоская. И он без масла, просто на сухой сковороде. Видимо. Очень вкусно. Мне, правда, очень нравится. Конкретно эта таверна, она специализируется именно на тапосах. Здесь в меню их просто огромное количество позиций, они не пронумерованы, но меню просто огромное. И они как раз, эти тапосы, содержат в себе все разнообразие вкусов, морепродукты, мясо, рыба, просто в различных комбинациях. И перейдем тогда к сальмону. Вот к этому, наверное, мы перейдем сейчас, я его тоже попилю. Интересно, у него лук, а что еще там у него входит в намазку? Лук и что-то еще. Яйцо там, да. С точки зрения аллергенов здесь, конечно, нужно быть аккуратным, потому что в тапосы идет вообще все. Нужно внимательнее изучать состав, чтобы случайно потом не опухнуть в прямом смысле этого слова. Так, пробуем. Ну, сальмон не может быть плохим, я думаю, хотя все мы понимаем. Чувствую масло оливковое, мне кажется. Что-то тут еще такое интересное. Малосольные огурцы. Пепинос. Очень вкусно. Пепиньо. А вот это розовое. Это как раз, наверное, то, что ты сказала. Касидос вот это. Это вкусовое сочетание тоже великолепное. Большинство тапосов подается с хлебом, на хлебе, но есть такие тапосы, которые подаются в отдельных керамических небольших тарелках. Это салаты в основном. Что еще может быть? Салаты в основном я видела. Салаты, мясо. Мясо, фрикадельки, щечки, которые тушеные в каком-либо соусе. Они подаются в таких небольших платах. Заказали самое вкусное, поэтому очень сложно оценивать плохо. Окей. Вот этот тапос выглядит по-другому. Он накрыт сверху. Я, кстати, не знаю, от чего это зависит. Короче, этот тапос сальмон внутри, в разрезе хлеба. И какой-то у него интересный соус. Сейчас посмотрим, с чем он. Чабата. Чапата соус? Нет, сам чапата называется булка. Булка. Ну, чапата, это то же самое. Ну, по сути, то же самое. Да. То есть небольшая такая чабата, которая разрезана вдоль. Чабата, по-моему, от обычной булки отличается самим тестом. То есть она более пресная, там тупо мука.
дрожжи и вода, по-моему. И оно даже не особо, по-моему, солится как-то или сахарится. То есть он такое пресное, самое пресное. Всегда используется для всяких бутербродов, чтобы как раз-таки подчеркивать вкус других ингредиентов, которые более важны. Итак, переходим к нашему сальмончику. Я вообще очень сильно люблю сальмон. Здесь он особенно прекрасен. Хотя здесь, мне кажется, все прекрасно. Интересно, с чего самое масло. Она какая-то кисленькая. Сливочно-кислая такая. Укроп есть, по-моему. Чувствуется укроп. Прикольно, необычно. Но предыдущий мне понравился больше, потому что там были огурцы. Везде, где пикантные огуречки, все сразу muy bien, как говорится. Все равно сальмон реально хорошего качества, вкусный, мягкий, не разваливается в кашу. Ставим лайк. Твердый. В промежутке едим потатос браус. Я смотрела на этот соус в Меркадоне, думаю, взять нельзя. Ну, браус там прям продается. Я взяла еще батат. Я батат очень люблю, но я его никогда не готовила сама. Ты не любишь батат? А я люблю батат. Его где-то в каком-то, по-моему, веганском кафе я ела с каким-то очень крутым соусом. И то есть вот за счет того, что он сладкий, а соус какой-то очень такой пикантный, вот я не могу вспомнить. Нет, там какой-то он был то ли чуть ли не манговый, то есть какой-то такой, но манговый, но острый. И вот мне батат запал в душу, и я теперь решила его приготовить сама. Я не знаю, как у меня получится вообще. Но его запекают в духовке с приправами. Тебе не нравится сладкий вкус? Да, батат продается в пиццериях, уже запеченный. Да ладно, надо попробовать. Да. Не знала. Он лежит уже запеченный. Прикольно. Да, А с чем они его едят, если вот он запеченный просто? Тоже с хамоном, наверное, со всякими, да? сальцами разными. Мне очень нравится, я не знаю почему. Ну, типа, для меня это какая-то волшебная картошка. Не просто картошка, а волшебная сладкая картошка. В нем, кстати, говорят, очень много сахара, потому что он сладкий реально. Слушай, если ты хочешь, мы потом еще можем зайти в Вильгель, выпить вина сладкого. Да? Очень вкусно. Вино очень вкусное. И Это все здесь в центре, да? да, Круто. Можно. совладелец Антонио Бандерас. Да. Это грех отказаться туда пойти. Я предлагаю перейти к тартару из тунца. Вообще тунец для меня тоже это определенное открытие, наверное, здесь, потому что я пробовала стейк тунца, может быть, 1 или 2 раза в России. Тунец в целом необычный, он же между рыбой и мясом. Да. А тартар из тунца – это вообще особое какое-то гастрономическое разнообразие. А как они прекрасно поджарили перепелиное яичко. Просто посмотрите, произведение искусства, они тапос. Ради этого стоит, конечно, переехать в Испанию, чтобы попробовать такую вкуснятину. Мы еще поедем на Тарифу, и я тебя отвезу там, Каса Лола, Это уже будет следующий выпуск. где супер атун, вообще обалденный. Ой, я уже жду поездки в Тарифу примерно 5 месяцев, поэтому, когда это случится, я буду примерно на 80-м уровне счастья, и это невозможно будет не запечатлеть. Мне даже жалко есть это произведение искусства, ну правда, потому что такое маленькое, хрупкое яичко. Сейчас посмотрим, не развалится он у меня в рту. Ну, вы понимаете, да, что сочетание яйца, рыбы, икры – это для вкусовых сосочков просто это особый кайф. Я думаю, что никого не оставит равнодушным, но нужно, да, брать в учет, что у кого-то может быть аллергия на что-то из этого.
Я не поняла только, что за икра. Это же не черная икра. Поздно, слишком поздно. Так а что, тут все тапосы с хлебом? Разве Да слава богу, не надо нам лишний раз вот это вот все калории, как говорится. В общем, мы попробовали все. Я ставлю этому заведению твердую 5 с плюсом. Я считаю, что мы задали высокую вообще планку в целом моему гастрономическому блогу. Если вам нравится такой формат, если вам понравилось и смотреть на то, как я ем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите обратную связь, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели узнать. Потому что моя идея собрать все крутые заведения побережья в одном месте, для того, чтобы те, кто путешествует, могли спокойно ориентироваться и пробовать самое вкусное, что есть. Всем пока. На связи. Итак, мы пришли на нашумевшее место для меня. Мне уже не первый раз про него говорят. Бодега Дель Пимпи. Это бар. Он известен тем, что он сквозной. Он проходит через все здание. И вторая его известность состоит в том, что он совладельцем этого бара является Антонио Бандерас. Людей, как обычно, много. Мы заходим выпить по копе. Здесь фотографии известных людей или просто гостей и посетителей. Таня уже взяла мне Тинто де Верано. Татьяна, расскажите, Тинто де Верано, что это такое? Вино с газировкой. Вино с газировкой. Очень легкое, сладенькое вино, которое в жару заходит на ура. Здесь также тапосы, немного подороже, немного другие. Это сладкое вино Иберио. Да. Малакское. Татьяна пьет Иберио, сладкое малакское вино. Такое вино можно найти только в Малаге, больше такого нигде нет. Ну и знаменитый бык, символ Испании. Что ж, чин-чин за этот прекрасный понедельник. Всем привет! Все.